Всем доброе утро, дорогие друзья. На часах 6:35. И сегодня, теперь я уже могу точно сказать, что мы летим в Нью-Йорк на концерт Игоря Яковлевича Крутого, на юбилейный концерт, который состоится 26 числа. Мне удалось даже поспать 3 часа, на удивление, что обычно я перед поездкой всегда какое-то легкое волнение. А в этот раз у меня есть нелегкое волнение, о котором я расскажу буквально. Ну, для вас это будет примерно так раз, и все, да? А я вам где-то, а вообще, на самом деле, часа через полтора-два. Такие серьезные волнения, о которых я, собственно, господи, с утра я что и несу. В общем, вы поняли. Сейчас я, когда уже пройду все эти таможенные дела, я вам обязательно все расскажу. Сейчас придет такси, с Тошкой погулял, сосед предупредил, что покормил, погулял. В общем, все нормально, летим. Я постарался скромненько, рюкзачок и полупустой чемодан вообще, полупустой. Научился я летать, не брать с собой практически ничего. Тем более, мы летим, у нас даже целиком это будет 2 дня. Даже 1,5 дня. Надеюсь, сейчас удастся в самолете поспать, для того, чтобы весь день, который у нас будет в Нью-Йорке, погулять хоть как-то. Очень надеюсь. В Нью-Йорке я уже 2-й раз. Нью-Йорк мне очень понравился. В Америке я уже, наверное, раз 5-й. Не знаю, не помню уже. Но в основном я жил в Майами, уже рассказывал. Я даже почти 8 месяцев 1 раз жил. Но это уже совсем другая история, которую я вам расскажу в каком-нибудь прямом эфире. Вот. Спасибо за вчерашнее видео, которое ответы на вопросы. Вроде исчерпающе все ответил, но прикол в том, что там буквально через час в директ мне девушка написала: а где вы с Димашем? Я, конечно, сделал скриншот, уже выкладывал там в сообществе, но посмеялся я. Но теперь у меня есть, иду. Теперь у меня есть ответ сразу, когда вопрос задают, я видео прикладываю для того, чтобы ответить. Сейчас, секунду. Алло? Да. Угу. Да, подъезжайте ближе, должны вас пустить. Все, выезжаю, 6:40, ехать где-то полчаса. Немножко раньше еду, потому что всегда люблю пораньше в аэропорт выезжать, так сказать. Как бывший военный, как учил папа. Да, пап? Я лучше приеду пораньше, погуляю по аэропорту. Что-нибудь вам покажу, может быть. Паспорт взял, документы взял, все взял. На дорожку посидел, чтобы все было хорошо. Доехать, полететь, приземлиться, все дела. 1, 2, 3. Все, дорогу. Почему-то в этот раз показывает, что лететь 10 часов, хотя обычно 9. Вот. Но на самом деле я такие полеты переношу легче, чем, допустим, там 3-4 часа. Я уже в аэропорту. Я не дорассказал свою мысль о том, что лететь порой 10 часов легче, чем 5 часов. Настраиваешь себя как-то, накачаешь кучу киношек, фильмов и вперед. А вот 3-4 часа порой думаешь: господи, какие мучения. Ой, Sky Priority-то не здесь, а вот здесь. Все, ребят, волнение трясет как каштанка. Я вам сейчас все расскажу. Все нормально. Сейчас пройду контроль, расскажу вам все. Так, друзья, теперь наконец-таки я могу вам рассказать, из-за чего я так волновался и просто как первоклассник трусила как каштанку. Дело в том, что месяца 1,5 назад сейчас я вам буду показывать. Я купил подарок кое-кому в Duty Free, поэтому я приехал чуть пораньше. Сейчас, секунду. В общем, 1,5 месяца назад я свой загранпаспорт постирал в стиральной машине. Можете себе представить? Какой был для меня это стресс, зная о том, что уже куплены билеты во все загранпоездки. С американскими визами, с шенгенами, со всеми делами. Он хизрир идет. С Вовочкой.
Здравствуйте. Идите, пока я расскажу. Так вот, загранпаспорт. Знаете, как в том кино, где-то я такое видел, когда ты подходишь к стиральной машине и видишь, что загранпаспорт, так вот развернувшись, прилип к стеклу. Вот это был ужас для меня. У меня просто перед глазами пролетела вся моя жизнь. Господи, конечно же, я тут же остановил эту стирку, вытащил его. Ничего не порвалось, слава богу. Но мне надо рассказать, что вы мне мешаете. Как сумасшедший. Вот видите, когда человек идет с камерой, почему-то они считают, что человек сумасшедший. Вот. Где у нас выход? Какой? Ну пойдем, идите. Я за вами. Вот не дают, не дают по-человечески рассказать вам печальную историю. Ну, в общем, я достал этот паспорт, смотрю страницы все уже. Но он насквозь, просто насквозь хоть выжимай. Я его сушил долго, и феном сушил, и на батарею ложил. Ну вот максимум, что с ним стало, сейчас я вам покажу. Вот такая вот деформация легкой волной, да. И там, ну вот, чуть-чуть поплыли, вот эти печати эти на месте. Чуть-чуть поплыли, вот где-то там после этой визы, печати. Самое страшное, что с ним случилось. Вот эти вот. Ой, ну когда я летел там в Минск, я уже спрашивал, все ли с ним будет в порядке. Но они сказали, главное, чтобы не были рваные страницы. Ну, в общем, меня пронесло, и сейчас меня на паспортном контроле трясло как каштанку, потому что я боялся, что меня не пустят. Подождите, еще в Америке сейчас могут прицепиться к этой визе. Они-то могут. Сколько раз меня останавливали уже. Просто так. А здесь паспорт кривенький. Ладно, в общем, все, мы поехали. Еще 1,5 часа есть. Все нормально. Летим. Вон Вовочка наш. Коллектив Ирины Аллегровой тоже здесь. Вовчик, ты где, Вов? Я вот здесь. Ну, вот там, если что. Хорошо, а там у тебя что есть? Ничего у меня там нету. Мы с Ирланом сидим, он. Здравствуй. Здравствуй. В каком смысле? Вот в таком. Не, ну не вопрос, можем поменяться. А не было ничего, я же тебе говорю. Ты думаешь, я же какие только варианты не искал. Ну что, дорогие друзья, полет проходит нормально. Мой друган вырубился, пусть отдыхает. 3 дня без сна практически работает. А я сижу, ковыряюсь, оплатил интернет. Кстати, в Аэрофлоте можно оплатить интернет, но, правда, скорость у него никакая. Но, тем не менее, посмотреть, как там мои просмотры можно. Вот, пожалуйста, 3-7 тысяч. Последняя про парфюмерию. Это, кстати, вот для тех, которые кричат, что каждый день Димаш, Димаш, Димаш. Вот вам, пожалуйста, не Димаш. И до этого 3 недели не было Димаша. Стараюсь для всех угодить, а вам все не нравится, понимаете? Скоро не буду угождать, буду снимать то, что захочу. Все. Полный самолет. Полный. Летит. И Киркоров, и Лазарев, и Ани Лорак. Естественно, в бизнесе. Мы, как простые смертные, сидим в Серике. Я поспал где-то 1,5 часа, не больше. Не могу в самолете спать вообще. Ни в какую. Ну, я кучу кино накачал. Накачал, кстати, очень много интервью с Денисом Теном. Очень мне интересно посмотреть. Ирлан посоветовал, рассказал про него, какой он человек был. Денис Тен, кто не знает, фигурист, кореец, который родился в Казахстане, чемпион мира. Погиб трагически в 2018 году. Да, в 2018. Ужасная смерть. Очень интересный парень был. Такой творческий, и песни пел, и все. И сам писал, помимо того, что он олимпийский чемпион. Короче, мне интересно. Буду смотреть. Ну и уже встретимся, наверное, в Нью-Йорке.
я перекусил. Вот я завидую так людям, которые могут. И все. Я не могу. Вон. Все спят. Все спят. Может, у меня попозже получится. Все, я вас всех. Ого. Спасибо, легкая пожалуйста. Нет? I'm the driver. Now. You? Yes. Хотела прямой эфир, у меня не получается. Обалдеть, сколько людей. Обалдеть. Вот это прием, а? Эрлан. А тебя встречают, нет? Да, я у нас забрал вещи. Привет, дорогой. Ой, привет. Вот ваш водитель, вот он. Ага, ага. Дайте я вас научу. Ой, сколько у вас людей. Сколько у вас людей. Hello, hello. Hi guys. Please enter here. Please enter here. Here, here. This way, this way. This way, guys. This way. This way. Димаш, Димаш, налево, налево, Димаш. Не туда пошел. Извини, сори. Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген. Dimash Yes. The best singer. in Korea? Yeah. No. Казахстан. Казахстан singer. Dimash. Yes. Запомните это имя. How are you, my friend? Hello. I got this for Dimash. He's so busy. It's from New York. It's authentic, and it has his initials. Thank you. Can you please give it to him? Okay. Also, this is for him. Designed for him. Okay, in New York. Хорошо, да, спасибо. Right? And tomorrow, I'm getting engaged. I'm going to ask, how do you say I'm getting engaged? At the concert. Because we love Dimash. So this is for Dimash, says from his dears, and the hat. Okay. Okay. He signed mine. Yes, I have mine right here. All right, I did, and stuff. Can I take a picture with you? Let me take a picture. Yes, thank you very much. Thank you. Okay, so let me give you this. Where's his father? Take this one. Здесь точно нет. Yes. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами всегда по интернету общаюсь. Спасибо. Yeah, we go outside. This is from New York. It's made for him. Ой, там все сидят. Ой, как любят, понимаешь? Где Хизри? А где Хизри? Потерял.
О, люди в летних платьях, ничего себе. Так, пойдем-ка мы, пойдем. Боже, помочь тебе, пока Нью-Йорку один, никого нету. И тут раз. Guys, let's go across the street and take a group picture with Dimash. Okay, let's let him come this way. We love you, Dimash. Love you, boy. Видали? Вот это прием. Идти забирать артиста, потому что не отпустят. Не отпустят, надо идти. Куда они его потащили в другую сторону? Ой, стоять, стоять, стоять. Давай, что-то помогу. Сейчас у тебя руки отсохнут. It's my fans' gift. Be careful. Dimash, can you sign this, please? Okay. Потихонечку пойдемте, пойдемте, двигаемся, двигаемся, ребята, двигаемся. Hello. Hello. Welcome to New York. Have you been? Thank you. Have you been to New York? Вы здесь были раньше? Yes, one. One time. Ой, какая красавица идет маленькая. Ой, какая красавица, Димаш. Ты должен заснять этот кадр. Thank you, Dimash. Thank you, Dimash. We love you. Love you. Yep. Love you too. Thank you very much. Может мне залезть назад, честь наоборот? А, давайте, давайте. Bye bye bye. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank you. 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 Unbelievable. Thank you. Dimash, I made it easy for you to carry. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Что полицейские прибежали сюда? Они должны безопасность